Добрый день, друзья! Рад вас приветствовать у себя на канале. Некоторое время назад я в одном из онлайн-магазинов покупал кожу. И когда просматривал на предложение, которое этот магазин дает у себя на страничках, увидел такие, часто это в магазинах встречается, делают наборы из обрезков кожи. Меня заинтересовала кожа Pueblo. Я уже покупал ее раньше, ну только одного цвета. А здесь был как бы набор, и в этом наборе можно было ознакомиться с разными цветами. Поэтому я, недолго думая, заказал этот набор, получил, понял, как эти цвета выглядят в реальной жизни. Естественно, сделаю себе какие-то кусочки, отрежу и буду делать, наверное, такой какой-то каталог кожи, с которой я работал, для того, чтобы понимать, что это была за кожа, как она выглядела, какие у нее там химические, физические свойства, как она на ощупь, цвет и так далее. И в то же время, если вдруг кто-то будет у меня спрашивать какое-нибудь сделать изделие из кожи, я ему буду предлагать, что вот такая кожа существует или вот такая. Держать у себя я, конечно, покупать, наверное, не буду большие рулоны, это стоит, наверное, приличных денег. Но, по крайней мере, на эти кусочки они пригодятся. Но, тем не менее, эти кусочки довольно большие, вот они такие какие-то, такие разной формы, разной ширины. И из них большое какое-то хорошее изделие вряд ли можно сделать. Поэтому я подумал, ну да, кусочек себе отрежу. А что же сделать с остатками этой кожи? Не будут же они просто так валяться. Ну и решил спросить у своих родных, вдруг они что-то такое нужно небольшое, маленькое, какое-то изделие для того, чтобы использовать эту кожу. И они у меня попросили, это жена и ее сестра, попросили сделать для них вот такую вот монетницу. Попросили, значит, нужно сделать. Не будем откладывать это долгий ящик. Попробуем это сделать. Кстати, несколько раз уже под видео возникал вопрос про то, как я делаю, допустим, вот такой логотип наношу на кожу. На самом деле я удивился, потому что в интернете полно видео, как эти логотипы делать. Но тем не менее, раз народ спрашивает, почему бы мне не ответить на этот вопрос. Я вкратце опишу. Значит, я заказал вот такое вот клише, сделано из латуни. Дизайн, естественно, придумал сам, послал по мейлу. Мне буквально через 3 дня выслали готовое клише для горячего либо холодного тиснения, сделано из латуни. Здесь в середине подготовлено отверстие с резьбой, по-моему, М10. Вот это я получил по почте, а вот это уже сделал сам. То есть это обычная ручка в любом строительном магазине для какого-то инструмента. Резьба М10, шпилька резьбовая, посадил ее на клей эпоксидный и сделал вот такой вот как бы штамп, который можно будет нагревать и проставлять логотип на кожаном изделии. И в то же время, почему вот на резьбе это удобно, потому что можно снять ручку и использовать, допустим, для холодного тиснения, либо даже для горячего тиснения, нагревать, брать щипцами, ставить его на кожу и прессовать через пресс, делать давление. То есть и так, это удобная конструкция для логотипов, для проставления таких логотипов на коже. Поэтому я попробую. Сегодня я буду делать это ручным все-таки способом еще, наверное. И посмотрим, как это будет получаться. Так что приятного вам просмотра. Начинаем работать. Существует несколько вариантов, каким образом переносится шаблон изделия на кожу. Я перед этим постоянно пользовался таким, что вырезал из шаблон, делал здесь небольшой от края изделия небольшой припуск, прикладывал к коже, проклеивал скотчем и потом уже пробив отверстие по этому контуру, аккуратненько все это дело вырезается ножом, там, ножницами, неважно чем. Но и существуют же и другие способы, каким образом это можно сделать. И я решил, а кто мне мешает попробовать другим способом это сделать.
И решил все-таки без этого припуска, просто ножницами буду вырезать по контуру, вырежу этот контур, чтобы изделие получилось уже, шаблон вернее, получился уже такой вот ровный. И буду его переносить на кожу просто методом прикладывания и буду использовать для этого специальную ручку шариковую. Это паста, она имеет серебряный цвет и которая со временем с кожи должна исчезнуть. Не знаю, как это будет лучше или хуже, но как это можно узнать, если это не попробуешь. Поэтому давайте попробуем, как это будет получаться. А потом сравним несколько способов, так либо так. Каждый должен себе выбрать сам, а может быть даже просто использовать либо тот, либо другой, в зависимости от настроения и фазы Луны. Не знаю. Ну, я попробую сегодня вот так. Для работы с пробойниками я использую гранитную плиту, которую нашлась где-то у меня на работе. Она очень тяжелая, но очень хорошо держит звук и вибрацию. Кусочек кожи старой и дощечка из Икеи пластиковая. Все. С помощью пробойника, резинового молотка и пробойника 5 мм с круглым сечением я сейчас буду пробивать отверстие. А вот и первая ошибка при изготовлении этого изделия. Учитывая, что здесь отверстие идет по полукругу, я решил схалявить, сэкономить время и двойным двухугольчатым пробойником начал пробивать то есть пробил отверстие 2, а потом перескочил и не использовал второе отверстие как направляющее, а начал пробивать следующее в намеченную дырку, начал пробивать через намеченную шилом дырочку. И что получается? И получается, вот отскочила, вот отскочила, вот отскочила, вот отскочила. То есть вот в этом полукруге я сделал минимально 1, 2, 3, 4, 5 ошибок, которые смотрятся некрасиво. То есть эти отскоки, они получаются не в линии этого полукруга. Просто решил сэкономить время. Поэтому пришлось, естественно, этот кусочек изделия переделать. И вот здесь уже получилось совсем по-другому, когда я использовал каждое следующее отверстие, каждое второе отверстие как направляющее. И получается, что уже полностью все эти отверстия получились в полукруге в намеченных точках. Это совсем выглядит по-другому. Поэтому спешка здесь не нужна, нужно просто более ответственно подходить к этому. И, кстати, еще один момент. Я вот эти отверстия пробивал уже без помощи молотка. Такое прочная кожа, но в то же время очень легко продавливается этим пробойником. То есть я просто вручную, вот таким образом, даже мне показалось, что это будет быстрее, чем молотком. Потому что берешь молоток, ударил, положил, выдернул пробойник и так далее. А здесь просто вот таким способом я брал пробойник, пробил и следующие два отверстия пробил. То есть получается довольно быстрым способом я сделал вот такой вот полукруг. Это правильно я теперь уже сделал. Так что спешить не надо.
Ну вот, пробивка отверстия закончились. Изделие имеет все необходимые отверстия, кроме тех, которые будет необходимо потом пробить для кнопки. И сейчас я буду попробовать вырезать. На самом деле я уже попробовал вырезать. Я вот этим своим замечательным ножом попробовал наметить контур, где проходит линия отреза. И сейчас просто буду дорезать его до конца. Потом этот контур я, естественно, буду чуть-чуть наждачной бумажкой, либо дремелем каким-то образом буду скруглять и более заглаживать. Ну, посмотрим, что будет получаться. Ну вот, пробивка отверстий, вырезание изделий уже закончено. Теперь нужно сделать края изделий, детали изделия, подровнять их, обработать токанолы и начинать сборку. Еще один такой немаловажный нюанс, когда в каком последовательности обрабатывать края. Хорошо, когда есть, допустим, шаблон, есть видео к этому шаблону, и ты подсмотришь, увидишь, как там кто обрабатывает. А если такого нет, если изделие придумал сам, ну, допустим, это я не придумал сам, это я взял готовый шаблон, но тем не менее
постоянно лазить в видео и смотреть, где там, когда, в какой момент по технологии это все обрабатывалось, тоже не совсем интересно. Поэтому просто надо подумать, как вы будете собирать изделие, из чего оно состоит, из каких деталей, что к чему, в какой последовательности пришивается и что потом можно обработать. Вот, допустим, вот на этой монетнице получается, что вот эти детали будут сшиваться между собой вот так. Значит, этот край можно сейчас не обрабатывать, его можно обработать потом, когда и нужно, скорее всего, когда эти детали будут склеены и прошиты. А вот этот кусочек, вот эта петелька, она пришивается вот здесь в момент, в первый момент, еще момент. Сначала пришивается вот этот язычок, вот так. Потом пришивается в этом месте. И получается, что вот этот край с этим краем еще можно будет потом обработать, а вот уже эту петельку обрабатывать потом будет просто неудобно. Поэтому я сейчас взял и вот это вот место, где эта петелька, я просто обработал токанолы, сделал край сейчас, до того момента, когда что-либо пришивать. Такие кусочки, такие детали маленькие тоже обычно они, те, которые в вольном таком движении находятся, ни к чему не приделаны, они тоже обрабатываются практически самыми первыми. То есть я обработал вот эту часть, хотя может быть ее можно было и не обрабатывать, она скрыта. Вот эту часть, потому что когда пришью, опять же, ее будет неудобно обрабатывать. И обработал вот этот язычок закрывающий. Вот как-то вот так это оно должно будет потом выглядеть. Ну а теперь я буду просто пришивать язычки к основному изделию. Ну и сейчас возвращаюсь к вопросу, каким образом я наношу логотип на свои изделия. На самом деле сам процесс нанесения это буквально там пару секунд, больше времени занимает подготовка. Нужно определить место, в котором это будет находиться. Допустим, в каждом изделии просто оно может быть по желанию заказчика, если кто-то вам хочет именно здесь поставить или там, это понятно. Но когда ты делаешь для своих родных, близких и друзей, то, естественно, делаешь это каким-то образом сам. Я решил, что изделие, логотип должен быть на вот этой части, когда закроется, так вот, будет закрываться клапан, и клапан будет где-то находиться вот в этом положении. Поэтому логотип где-то посередине между швом и окончанием клапана. Ничего хитрого не делаешь, просто используя мат, используя разметку на этом мате, я сделал примерно, нашел положение вот этой линейки, что если я вот так вот поставлю, имея какой-то определенный матрицу, я эту матрицу, когда поставлю сюда вот, это будет просто практически место силы. Ну не силы, а середины. Это центр того места, как я планировал, показывал на этом изделии. Да? То есть оно где-то получится примерно в середине. Плюс-минус это уже, естественно, кому-то это может быть важно, мне так это сильно не важно. Мне главное что? Чтобы было место, обо что я буду опираться, потому что это довольно твердое, чтобы часть изделия, элемент этот не был подвижный. Ну и каким-то образом просто вот буду нагревать. Буду в это место поднесу, поставил красную циферку напротив, здесь на шаблоне, на логотипе есть линия, что это середина этого логотипа. Ну и вот каким-то образом вот так вот это и буду делать. То есть нагрею, поднесу и отпечатается этот элемент. Я сейчас попробую, естественно, на кусочки этой же кожи, должен буду попробовать, как нагревать, как сильно нагревать. Ну и потом буду делать уже на этом изделии. Посмотрим, как это получится. И вот обнаружился интересный такой момент. Вот этот логотип я нанес просто давлением. Просто взял этот матрицу и придавил силой своих рук. А вот это, как вы видели, я сейчас наносил методом разогрева.
И мне этот даже больше нравится, потому что этот какой-то получился чересчур перегретый. Каждая кожа ведет себя по-разному при нагревании, поэтому и нужно обязательно проверять на кусочки кожи, как будет вести себе эта кожа под давлением, под температурой. И вот даже не знаю, честно говоря. Попробую, сейчас она немножко остыла. Пробую второй раз это сделать. Посмотрим, что получится. Ну вот остывшая более-менее лучше смотрится. То есть, да, действительно получается, я чуть-чуть это перегрел. Ну, аж поступило на обратной стороне. Поэтому вот таким образом, методом проб и ошибок. По-другому никак не получится. Просто нужно пробовать, как это будет получаться. Ну, попробую. О, вот что-то и получилось. В принципе, более-менее неплохо. Да, мне так нравится. Хорошо. Вот на обоих деталях я нанес логотип. Вот как-то таким вот образом все это делается. В принципе, ничего сложного, просто обязательно нужно проверять, чтобы получилось так, как именно вы хотите этого, а не так, как просто получится. Вот. Пробный. Здесь просто давление, здесь очень сильно разогретый, здесь попозже попробовал. А эти два я уже не разогревал. Вот этот и вот этот сделаны там буквально через несколько минут, пока после этого первого. То есть латунь довольно хорошо держит тепло, поэтому просто вот таким образом. В принципе, мне нравится, хорошо получилось. Предварительно все уже готово. Теперь нужно приступать к сборке изделия, то есть проклеить по периметру изделия, подготовить его для того, чтобы соединить и прошить. Поэтому сейчас будем просто использовать клей Акастик 1816B. Оно, в принципе, мне понравилось, с ним удобно работать, довольно хорошо держит. Поэтому просто приступаем к тому, чтобы нанести тонким слоем клей по периметру изделия.
как и вот в этом месте тоже это изделие будет вот так вот приклеиваться. Поэтому наносим и на этот кусочек. Все, и отставляем на 15 минут для высыхания. Я опять использую иголки как направляющие для того, чтобы, когда много дырок, чтобы четко попасть в эти дырки и не было проблем потом с прошивкой. То есть прошло 15 минут, и можно теперь эти изделия, части деталей изделия соединять между собой. Вот так вот подвести их сюда поближе к иголочкам. Эти дырочки я просчитал, они получаются четко друг напротив друга. И вот так вот как-то аккуратненько наметив, начинаешь это все дело соединять. Все, клей там нанесен, он уже сейчас активируется. Все, в принципе, вот таким вот нехитрым образом изделие будет соединено. И получается, что вот эти дырочки, возьмем иголку, проверим, вот они прямо над брух напротив друга. То есть без проблем должно будет потом прошиться. Все, как-то вот таким образом. Сейчас продолжу и со вторым кошелечком. Я решил провести небольшой эксперимент. Одно из этих изделий я обработал урез только от Токанова, и так он и будет, это конечное его состояние. А вторую монетницу я обработаю сначала что-то такое типа пенетрации на кожу, а потом только покрашу. Не знаю, как получится, что получится. Мне интересно будет, как себя будет вести одно изделие, второе изделие в носке. Поэтому вот и посмотрим через какое-то время посмотрим разницу.
что лучше. Краска на спиртовой основе очень хорошо впитывается. Вот как-то вот так тут урез выглядит после покраски. Ну и самое, кстати, главное золотое правило при химических этих работах: не оставляйте вот так вот баночку открытой, как оставил ее я. Может произойти прямо-таки беда-беда, если это все перевернется и испачкает готовое изделие. Так, не делайте так. Получается довольно прилично. Мне нравится результат. И кожа загладилась, и такой цвет все-таки как зеленый, кожа зеленого оттенка имеет. И здесь получается такой гладкий. Очень похоже и по тактильным ощущениям, и по внешнему виду, если бы это урез был покрашенной краской для урезов. Такая пластиковый такой вот, очень гладкий получается поверхность. Но, тем не менее, надо будет посмотреть, как это будет в носке и что произойдет с этим урезом со временем. Но это только время покажет. Сейчас немножко еще подсохнет, может быть, еще дам шкурочкой тысячной и еще один маленький такой слой токанола. 2 слоя токанола, я думаю, не будет плохо. Ну вот, в принципе, 2 кошелечка монетницы готовы. Вот этот кошелечек уедет в Германию, поэтому сюда мы положим монетки евро. А этот кошелечек останется в Чехии, поэтому сюда мы положим кроны. Кстати, получился довольно вместительный. Вот такие вот 2 кошелечка монетницы у меня получились. Понимаю, что они не самая необходимая вещь в хозяйстве, но тем не менее, как какой-то прикол такой повесить на сумочку, вполне себе аксессуар, который можно дополнить какой-то свой образ. У меня жена, ей понравилась эта моделька, она попросила, почему бы я не сделать. Вот я сделал. Я думаю, получилось неплохо. Особенно мне понравилось, как получился урез. Единственное, что не знаю, как он будет в носке. Ну, для этого и делаю такие изделия, чтобы
можно было испытывать со временем. Я понимаю, что кожа Pueblo, она выглядит вот такая пока новая очень хорошо. Со временем она начнет затираться лого, потому что здесь будут монетки. Вот это все и даст мне понятие, как эта кожа себя ведет. Увидим через какое-то время, я посмотрю, и можно сделать будет какие-то выводы. Вот, в принципе, и все. Такое видео. 2 монетницы для 2 сестер. Всего вам доброго. Всех вам благ. Всего доброго. До свидания.